Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра, а также хорошего урожая томатов, помидоров сладких, ароматных, рассыпчатых. Именно им мы снова посвящаем видео. И оно связано с тем, что некоторые пишут, что уже начинают у кого-то поспевать помидоры, но они жесткие такие, твердые, хоть бросай их в дорогу. И что нужно для этого делать, чего им не хватает. Использовали комплексные удобрения и вот довели до такого состояния, что уже помидоры начинают краснеть, но никакого аромата и вкуса нету. Я думаю, что эта проблема возникла неспроста. Мы тоже с этой задачей, вернее, не проблемой, сталкивались раньше, выращивая, выполняли все требования, но не обращали внимания на то, что дает вот эту сладость, аромат. И неспроста мы называем сегодня наше видео «Дайте помидорам сладенького». А что сладенькое для помидоров в этот период? Уже помидоры крупные, начинают цвет, появляется такой красивый, розовый, и им не хватает в это время магния. Магний – это и есть сладость, сладость в томатах, кстати, в других культурах. Магний влияет на все процессы во всех клетках растений, и клеточках томатов, самих плодов, и в клеточках листьев, абсолютно во всех клеточках, где происходит вот эта передача, важная передача химической энергии и ее накопление. Вот эта передача, этот же фотосинтез, дыхание, гликолиз, вот это все организовывает магний. Вот мы, помните, мы показывали вам бочку Либиха, это все знают по закону Либиха, об этом говорят все преподаватели в аграрных вузах, и они всегда показывают эту тему лимитирующий фактор, это высота доски. Там, где высота доски очень низкая, по закону Либиха вот этот элемент нужно добавлять для того, чтобы не утекала вот эта энергия, не утекала вода. И тогда у нас будут выравниваться, балансироваться все элементы питания и продолжаться работа. И вот очень важно, почему еще магний. Я всегда вам говорила и говорю, и мы используем магний, калий и магний, вот эти обработки уже когда как яблочки становятся помидоры, потому что и калий нужен, и магний. И обязательно мы начинаем это все с кальция. Так вот, с кальцием магний участвует в построении пектиновых веществ в стенах клеточек, каждой клеточки. Еще очень важная информация. Более 300 ферментов активизируются магнием благодаря его специфическому связыванию в комплексы. Вы понимаете, насколько важен этот элемент? Магний также положительно влияет на перенос, на усвоение фосфора, улучшает потребление растениям абсолютно всех элементов питания, вот которые есть в этой бочке, о которой мы говорили. А также позволяет томатам, нашим помидорам, да и другим культурам полностью реализовать свой потенциал продуктивности, а значит выдать всю программу урожайности. И когда не хватает магния, естественно, начинаются проблемы. Вот как определить, если проблема с магнием? Обычно это проявляется на старых листьях в виде вот такой межжилковый хлороз. При этом на эти листья становятся, дотрагиваешься, ломкие, они быстро засыхают и опадают. И еще острый дефицит этого элемента питания вызывает мраморность листьев, вот такая морщиненность листьев. Поэтому магний нужен очень многим культурам. Вот то, что сейчас у нас растет, фасоль, бобовые все культуры, горошек уже позади, он тоже очень важен, магний для горошка был. А сейчас картофель, сахарная кукуруза, абсолютно все тепличные культуры, виноград,
Вот эти все культуры сегодня просто умоляют и просят дать им магний, то есть сладенькое. Это то, что делает наши помидоры. Во-первых, красивее красными, цвет дают очень хороший вкус, сладость, рассыпчатость. Вот этот элемент питания, без которого вот все есть, а вот этого нету. И получается, что мы не можем получить нужный вкусный урожай. Да, потому и вырастают вот эти помидоры, которые все говорят голландские, иностранные, они плохие. Если их и выращивать без учета вот этих важных питательных веществ, ведь эти гибриды, эти сорта, селекционеры и наши, и иностранные, всегда они закладывают программу, в которой участвуют все элементы питания. Это от природы, это естественный процесс. Но мы хотим получить большой урожай, а для этого нужно все вот это в гармонии, в комплексе дать нашим растениям. Так как мы не можем же есть что-то одно, только один хлеб или что-то, какой-то продукт нам просто надоедает, и наш организм не будет воспринимать. Мы хотим разные продукты. Но вот наши помидоры хотят десерт, сладенькое. Это магний для них, потому что это основа и фотосинтеза, и дыхания клеточек. И нужно обязательно сейчас этот элемент питания дать. Вы сразу мне скажете, назови эти удобрения. Мне уже некоторые наши подписчики называли, что они могут купить в это время. Кто-то называет калий магнезия. Да, очень хорошо. Здесь и калий, и магний одновременно. Далее калийно-магниевый концентрат, есть такие удобрения. Фосфорно-магниевые удобрения. Это то, как называется это. Кто-то мне написал, что есть борат магния. Вообще супер, бор не надо употреблять. Здесь борат, и бор и магний одновременно в удобрении. Поэтому еще раз называю то, что мне чаще всего спрашивают и называют калий-магнезия, калийно-магниевый концентрат, фосфорно-магниевые удобрения, борат магния и другие магниевые удобрения. Изучайте то, что у вас есть в ваших магазинах, то, что доступно. И используйте активно интернет. Для чего он нам нужен? Для чего вообще нас подводят к этому? Для того, чтобы мы пользовались интернетом активно и получали возможность оттуда покупать удобрения. Ну и очень важный момент. Прошу вас внимательно. Купили удобрение, прочитайте инструкцию несколько раз. Знаю некоторых, кто решил, вот я сразу 2 дозы дам, и все решится, все быстро решится. Не решится все быстро. Вы не хотите сильно много чего-то есть. Вы не будете один борщ целую неделю есть. Вы хотите борщ в обед, а на второе вы хотите какой-то вкусный гарнир, котлеты, там мясо, что вы хотите, рыбу, и обязательно еще что-то сладенькое. Поэтому вот я веду к тому, что растения – это же такие живые души, как и мы. Только они по-другому этого принимают, но они тоже питаются, как и мы. Им это все надо. Они живые. И если кто-то боится, кто плохо учил химию в школе, что вот мы химию будем есть, а мы-то состоим из чего? Мы состоим как раз из химических элементов. Вот вся таблица Менделеева есть у нас, в наших клетках, в наших органах, где-то больше, где-то меньше. То же самое есть у растений. Вот так придумана эта материя, эта физика. И так придумана вот эта история, эта игра, в которой мы участвуем. И нужно знать правила. Самое главное, не увлекайтесь различными удобрениями, которые создаются с помощью кислот. Вот это самое опасное и для земли, и для растений, и для здоровья. Вот такая сегодня тема, и я назвала вам препараты, а также вам рассказала, зачем этот магний для растений и что он нам дает. Вот мы провели подкормку калий-магний последний раз, органический у нас калий и магний, и сразу же, буквально через 4-5 дней,
этот помидор совсем другого цвета. И этот помидор аромат такой дает. И сладкий-сладкий. И, кстати, консистенция. Когда такой без магния, вот этих подкормок с магнием, калием, помидоры жесткие, еле-еле режешь их, как дуб дерева. А когда вот они уже получили вот эти элементы питания, есть уже для томата и кальций, и бор, и калий, и магний. Плоды такие рассыпчатые, легко разрезаются, они буквально тают и попадают внутрь. Просто целый берешь и ешь. Вот я уже начинаю есть помидоры наши, просто вытираю его и начинаю употреблять просто на улице целыми и наслаждаться этим ароматом и вкусом и сладостью этих томатов. Так что давайте помидорам сладенького, не забывайте, все это нужно им для того, чтобы нам подарить вкусные, сладкие, ароматные плоды. Раиса Горяченко, Александр Волик подготовили это видео для вас, подсказку, ну и, естественно, ответ, зачем этот магний, что это за такое таблица Менделеева, зачем нам эта химия. Не химия, мы с вами, вот это ходячая таблица Менделеева. И нам все это надо. А томатам тоже это все надо. Прощаемся с вами. Всего-навсего. До следующего видео. Конечно же, на нашем канале. Пока-пока.